Всем добрый день! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовлю вот такой вот простой дрожжевой яблочный пирог. Тесто получается очень нежное и вкусная яблочная начинка. Ну и выглядит очень красиво. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Для приготовления нужно будет сначала поставить опару. Берем 200 мл теплого молока. Молоко должно быть такое приятно тепленькое, чтобы было приятно руке, градусов 35-40. Добавляем молоко дрожжи. Я буду использовать живые 20 грамм. Вы можете использовать сухие 7 грамм. Дрожжи нужно раскрошить. Добавляем 1 столовую ложку с большой горкой сахара, это 25 грамм. И 2 столовые ложки с большой горкой муки, это ровно 50 грамм. Берем венчик и тщательно все размешиваем до полного растворения дрожжей. Эту дрожжевую болтушку нужно будет оставить в теплое место, прикрыть, и чтобы образовалась хорошая такая пенка. Прошло 20 минут, а пара вот так замечательно подошла. Посмотрите, какая хорошая устойчивая пенка. Для приготовления еще мне потребуется 450 грамм уже просеянной муки, 1 яйцо среднего размера, 60 грамм сахара и 80 грамм полурастопленного сливочного масла. Ванильный сахар по желанию и по вкусу у меня 10 грамм 1 пакетик и пол чайной ложечки соли. Соединяем яйцо, сахар, ванильный сахар, сливочное масло. Все перемешиваем, делаем сдобную смесь. Масло не должно быть горячим, тепленьким. Добавляем подготовленную опару всю полностью. Еще раз все хорошо тщательно перемешиваем, соединяем. И начинаем замешивать тесто. Всыпаем порциями муку. Я всыплю половину примерно. Добавлю соль с этой половиной и замешиваем мягкое тесто. Сначала все перемешиваем лопаткой либо венчиком. Муки это количество 450 грамм на основной замес. Потом смотрите, при потребности, возможно при вымешивании потребуется кому-то еще немножечко муки, а возможно и не потребуется. Мука у всех разной влажности, поэтому может быть небольшое отличие, плюс-минус 20-30 грамм. Я ввожу полностью всю муку и перехожу к вымешиванию. Делать это можно любым удобным для вас способом. Берем дополнительную муку, подсыпаем рабочую поверхность. Я вижу, что у меня еще примерно грамм 30 муки уйдет, может чуть больше. Основные способы. Можно липковатое тесто вот так подтягивать и как бы заворачивать. Посмотрите, как бы один край теста подлипает к столу. Я не очень люблю этот способ, сразу скажу. Вот так подтягиваем и подворачиваем. Можно пользоваться лопаткой, чтобы помогать себе подбрасывать ком теста. Второй способ отбивания. Для того, чтобы тесто сформировало быстрее клейковину. Это сократит время вымешивания. Видите, тесто оно липкое у меня. Но у меня липкое, я его просто сейчас буду отбивать. И посмотрите, как оно изменит структуру. Видите, с каждым ударом тесто становится более такое гладкое и не такое липкое. И мой самый любимый способ, я его уже не раз показывала. Я тыльной стороной ладони растягиваю тесто, подворачиваю в рулет. Переворачиваю его, этот рулет, и снова растягиваю, подворачиваю в рулет, переворачиваю. И вот такими вот движениями замечательно тесто вымешивается. Вот это вот растягивание очень хорошо. И работайте таким образом любым способом около 5-7 минут. С тестом, когда вы немного поработаете, оно уже изменит свою структуру, будет не такое липкое. Пусть оно останется слегка подлипающее, но видно, что вот к рукам оно не липнет после вымешивания. Формируем тесто в шар.
Подворачиваем, подсыпьте немножечко мукой, чтобы помочь себе. Берем посуду, в которую будем делать расстойку, капля масла на дно, смазываем донышко и бортики и выкладываем тесто швом вверх. Переворачиваем. Таким образом и тесто, и миска смазаны. Затягиваем пленкой и оставляем в теплое место на расстойку до увеличения в объеме примерно в 2 раза. Примерно через минут 45, максимум час, тесто вот так хорошо подойдет. Я его еще ставила в духовку с включенной лампочкой и стаканом кипятка. Я уже показывала этот способ, чтобы не было никаких сквозняков и комфортная теплая температура была для теста, для подъема теста. Тесто обминаем первый раз, первая обминка, и оставляем еще минут на 40, зависит от условий. Возможно, оно подойдет и быстрее. Смотрите по объему. Видите, у меня тесто в миске поднялось до пленки более чем в 2 раза даже. И сейчас обминаем, делаем обминку, заново прикрываем и оставляем, ждем, чтобы тесто снова также примерно поднялось. Занимает разное время. В среднем от 45 минут до часа первый подъем, и второй подъем от 30 минут тоже до часа. Пока тесто растаивается, приготовим начинку яблочную. Я использую кисловатые зеленые яблоки. Использую средние вот такие небольшие яблоки. 7 штук, это 800 грамм в неочищенном виде. А можно использовать больше, чуть меньше, не особо это важно здесь. Кусочек сливочного масла 35 грамм. 50 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Сахар по вкусу используйте. Можете вообще щепотку, можете столовую ложку, 2, больше. Зависит от вкуса яблок. У меня очень кислые яблоки, поэтому 50 грамм. Корицу можно использовать. Мне сегодня почему-то хочется именно ванильную начинку, чтобы просто был чистый вкус яблочек и сладковатая нотка ванили. Именно с дрожжевым тестом мне нравится такое сочетание. Вы можете добавлять другие какие-то ароматизаторы, например, корицу. Яблоки чистим, нарезаем кубиком. Я яблоки очистила, нарезала вот таким вот некрупным кубиком. Можно немножечко добавить лимона. Выдавливаю просто из четвертинки лимона сок. Сковородку разогреваем, добавляем сливочное масло, выкладываем яблоки, сахар, ванильный сахар. Кто желает, как я уже сказала, может добавить по своему вкусу и корицу. И нужно обжарить яблоки на сильном достаточно огне, чтобы как можно быстрее испарилась вот эта вот лишняя влага. Ну, даже если она останется, просто не перекладывайте из сковородки. Я вот беру посуду, блюдо плоское, чтобы яблоки быстрее остыли, и оставшуюся жидкость не перекладываю. Я обжаривала примерно минут 5-6, недолго. Не люблю чересчур мягкие яблоки. Прошло всего 40 минут у меня, вот второй раз очень быстро тесто поднимается после обминки. Еще раз обминаем и делим на 2 неравные части. Одну часть делаем чуть-чуть больше. Тесто очень вкусное, сдобненькое такое. Уже пахнет очень вкусно. Чуть-чуть больше одну часть. Подкатываем. Из меньшей части будем делать донышком. Оставляем минут на 5, просто чтобы расслабилась буквально. Пару минут. Пока тесто отдыхает, я подготовила форму. Форму диаметром 24 сантиметра. Выстелила пекарской бумагой и все равно еще смазала сливочным маслом бортики и донышко немножечко. Тесто полежало, отдохнуло немножечко. Меньшую часть я беру, подпыляю мукой и раскатываю. Раскатываем примерно 27-28 сантиметров, то есть на 3-4 сантиметра больше, чем диаметр. Можно взять просто вот так и измерить. Переносим в форму и формируем небольшой бортик для того, чтобы выложить начинку. Сформировали небольшой бортик, и я еще предпочитаю присыпать, как и в тартах, 1 столовой ложкой размолотых сухарей, либо 1 столовой ложкой перемолотого печенья. У меня вот такое вот печенье сдобное, и я посыпаю буквально ложечкой. Это впитает лишнюю влагу, если вдруг она осталась.
Вторую часть теста раскатываю уже более тонко, более тоненький пласт, несколько миллиметров буквально толщиной, и нарезаю на полосочки 0,8 либо 1 сантиметр толщиной. Произвольно абсолютно, сколько получится, потом из остатков, из обрезков можно заново раскатать и сделать то, что вам, каких деталей вам не хватило. Беру, делю по 3 полосочки и заплетаю просто обычные самые косички. Края предпочитаю подравнивать, чтобы они не были слишком толстые, поэтому просто беру лопатку и отрезаю излишки теста. Тесто никуда не выбрасываем, как я уже сказала, все до каждой капельки пойдет в тело. Таким образом у меня получается 2 длинных косички и 3 коротких. 2 длинные выкладываем по диаметру пирога. Я уже выложила яблочную начинку, конечно же, и на яблочную начинку выкладываем в круг 2 длинные косы и 3 коротенькие, как бы подкладываем под них, чтобы они были не сверху, а под этой большой косой, по бортику, который идет. И вот такая вот красота получается. Останутся небольшие остаточки, возможно, а возможно и нет. У меня осталось. Я нарезаю 3 листика произвольно, просто абсолютно. Делаю им прожилки и выкладываю тоже произвольно в любом месте, где вам понравится. И остался еще совсем малюсенький кусочек теста. Его раскатываю в овал, сворачиваю и разрезаю просто лопаткой напополам. И получаются 2 небольшие вот такие вот розочки. Эти розочки тоже просто выкладываем где-нибудь на пирог. И вот такой вот красивенный пирог у нас получается. Кстати, на количество этого теста можете использовать форму чуть большего диаметра. Тогда пирог будет не такой плотный, что ли, не такой толстенький. Можно делать его потоньше. Даем ему небольшую расстойку, минут 20, прикрыв полотенцем. Смазываем перед выпечкой. Я смазала желтком и 3 столовыми ложками молока вместе с желтком развела. Пирог выпекается при 180 градусах примерно 45 минут. После 40 минут начинайте поглядывать. Может быть, для вашей духовки этого будет достаточно. Посмотрите, какой красивый, готовый горячий пирог, только что вынутый из духовки. Я слегка смазываю еще растительным маслом. Он приобретает такой глянцевый блеск. И очень красивый он. Все пропеченное. Донышко, посмотрите, какое пропеченное. Не удержалась, разрезала еще горячим. Конечно, так не сделайте. Дайте ему полностью, вот буквально полностью остыть, даже немножечко отстояться. Вот уже пирог на следующий день, посмотрите, разница видна. Тесто очень сдобное, вкусное, ароматная яблочная начинка, очень красивый пирог. Приготовьте, попробуйте. Всем пока, скоро увидимся, поддержите меня пальцем вверх, подпишитесь на канал, напишите комментарий. С вами была я, Олеся, вкусных вам яблочных пирогов.